С момента встречи Серова с браконьерами прошло полгода. За это время егерь закупил оборудование для новых ловушек и значительно расширил территорию, где их установил. Теперь они стояли намного дальше от его таежной избушки. Все капканы Сергей тщательно помечал на карте, а в тайге делал специальные заметки на деревьях, понятные только ему. Он думал, что следующая встреча с нежданными гостями состоится не скоро. Свидетелей происшествия не было, следов никаких нет. Но Серов ошибался. Свидетель был. Молодой парень, Ванька, из местных, был отправлен для уточнения заказа из города. Его отправил человек по кличке Угрюмый. Именно он покупал у браконьеров добычу, которую успешно реализовывал одному иностранцу за валюту. Парнишка опоздал, группа Рябова уже ушла, но Иван шел по их следам, зная примерный маршрут движения группы. Он почти нагнал браконьеров, когда услышал крики, стрельбу, потом страшные вопли и стоны. Затаившись, он медленно продвигался за группой и видел почти все, что случилось с людьми. В ужасе Ванька незаметно вернулся назад, подальше от страшного места и страшного человека. Егерь его не заметил. Вернувшись в город, парень все рассказал Угрюмому. Тот сразу понял, что Серов не так прост, как кажется. Однажды он случайно видел его в городе, и тогда узнал, что это новый егерь. Ничего особенного. Думаю, проблем с ним не будет, подумал тогда Угрюмый. Как показали дальнейшие события, он сильно ошибался. И вот теперь, услышав от Ваньки плохие новости, Угрюмый задумался. Договориться с егерем по-хорошему не получится. Наверняка Рябой предлагал ему деньги, но тот отказался. А может, мало предлагал? Зная, что Рябой был жадным до денег, вполне можно предположить, что он просто решил убрать егеря, за что поплатился. Надо что-то делать. Найти желающих заработать нет проблем. Браконьеров найти можно, но что делать с егерем? Нужно ему предложить денег, много денег, $1100, чтобы сидел на крючке и не вякал. А если начнет возникать, придется убрать. А для этого нужно собрать команду из таежников и тех, кому терять нечего, из бывших профессионалов своего дела. На это уйдет время. Ничего, лучше хорошо подготовиться, чем лезть напролом. Да и парнишку нужно расспросить про ловушки. Пусть укажет на карте, что помнит. Но Ванька мало что видел. Указал на карте примерное место 3 ловушек, и все. А сколько их всего у егеря? Ладно, нужно собирать команду. Через 3 месяца Угрюмый собрал 7 человек в команду. Он 8-й, решил сам идти, чтобы поговорить с егерем и убедиться, что другого варианта нет. 9-м пойдет Ванька, покажет примерное место гибели команды Рябова, а может и места ловушек вспомнит. Угрюмый взял в команду корейца. Хороший боец, ловко ножи кидает, да и тайгу хорошо знает. Правда, по-русски плохо говорит, зато все понимает. Еще было 4 спецназовца и 2 таежных охотника. Всем обещано заплатить по $10 000 после операции. Неважно, возьмет егерь деньги или нет. Важен конечный результат, а не путь его достижения. Ваньку не обрадовало, что снова придется идти в тайгу. Прошлого раза ему хватило на всю жизнь. Но деньги были нужны, и он согласился. Тем более, что Угрюмый обещал, что все пройдет гладко по его сценарию. Пару раз егеря видели в городе. Можно было попытаться с ним договориться прямо здесь. Но если бы не получилось, то только устранять. А там следствие, ниточки приведут к Угрюмому, а ему это не нужно. Все должно пройти гладко. Был человек и исчез. Кстати, через пару дней после рассказа Ваньки Угрюмый посылал своего человека в тайгу, но никаких следов тот не обнаружил. Все 7 браконьеров просто исчезли, словно их и не было никогда. По своим каналам Угрюмый собрал сведения о Серове. Ничего особенного, кроме того, что любит смотреть фильмы ужасов. С прошлым егерем было просто.
Тот брал деньги. Жалко, на пенсию ушел. Выход в тайгу назначили на завтра. Идти будут 3 группами. Сначала Угрюмый, Ванька и Кореец. Следом, на небольшом расстоянии, 2 таежника. Замыкающими будут бывшие спецназовцы. Их задача в случае заварушки вести прицельный огонь по егерю. Пока шли приготовления в городе, ничего не подозревающий Серов лежал на небольшом диване в избе и смотрел новый ужастик. Он не понимал, почему так тревожно на душе. И это не из-за фильма. Что-то нехорошее должно скоро произойти. А вот что и где, он не понимал. Сергей оделся и вышел на свежий воздух. Находясь под впечатлением фильма, он мысленно проверял свои ловушки и капканы, расставленные далеко от его таежной избы. До страшного кровопролития оставалось несколько часов. Звук зуммера разбудил Сергея. Он подскочил на диване и быстро подошел к пульту на столе. Сработал датчик движения у ручья. У него гости. Там же, где он встретил группу Рябова. Егерь нацепил легкий бронежилет, поверх одел камуфляжную куртку, взял ружье и вышел из избы. Угрюмый с друзьями был у ручья. Они набирали фляги с водой и ждали появления Серова. Он должен скоро подойти. А вот и он. «Доброе утро. Я-то думаю, кого в такую рань принесло в тайгу?» «Привет, мы из города. Егеря ищем, по фамилии Серов». «Не ты случайно им будешь?» — ответил за всех Угрюмый. «Я. А что нужно от меня?» «Дело есть одно. Но сначала давай познакомимся, что ли?» Улыбаясь, Угрюмый протянул руку Сергею. Тот сделал шаг навстречу, наступил на камень и покачнулся в сторону. Сначала ему обожгло щеку, а затем он услышал эхо выстрела. «Вот так встреча!» – радостно подумал Серов, сильно толкнув в грудь Угрюмого. Он резко развернулся и бросился в тайгу. Адреналин наполнял кровь от предвкушения опасности. Интуитивно Сергей вильнул в сторону. Рядом в ель воткнулся нож. «Какого хрена? Кто стрелял?» – в бешенстве орал Угрюмый. «Он все равно не возьмет деньги. Кончать его надо», – ответил один из подошедших таежников. «Не давайте ему прорваться к избе». Егор слышал последние слова таежника. Это его сильно обрадовало. Можно испытать новые ловушки, о которых никто не знает. Ну что ж, игра началась. Серов бежал быстро, но не очень. Он уже не раз бегал этими тропами, аккуратно обходя ловушки. Сделав полукруг по лесу, можно выйти на дорогу, ведущую к избе. Еще выстрел, но теперь с другой стороны. Сколько же их? Хорошо броник надел. Пробежав пару метров вперед, егерь услышал крик, потом второй. «-2», подумал Сергей, продолжая бег. Еще 2 выстрела, один за другим. Следом еще один. Кто ж так стреляет? Все мимо. Страшный душераздирающий крик. Потом еще один. У кого-то сдали нервы и поперли напролом? Нехорошо. Кто ж так делает? Еще несколько криков. Да сколько же вас? Серов сделал крюк и выскочил на дорогу. Раздался выстрел. Егерь почувствовал резкую боль в ноге и рухнул рядом с большой елью. На дереве виднелась крохотная метка. Сергей повернул голову и посмотрел вперед. Недалеко от него стояло 3 мужчин. Тот, который хотел познакомиться, узкоглазый парень, то ли кореец, то ли китаец, и молодой паренек, который с ужасом смотрел на него. «Странно», — подумал егерь, — «этот парнишка меня явно боится, хотя раньше мы с ним не встречались». «Вы стойте здесь, я сам с ним поговорить хочу», — сказал Угрюмый напарникам и двинулся к егерю. «Стой, Угрюмый, не надо!» — с испугом произнес Ванька и шагнул за вожаком. За ним шагнул и кореец. Раздался странный звук. Ваньку с корейцем сбило с ног что-то, и они повисли вниз головами на веревках в метре над головой. «Я же сказал, стоять на месте!» – заорал Угрюмый. «Ладно, ждите, сейчас закончу с этим». Угрюмый направил ствол ружья на егеря. «Ну вот и все», – подумал Сергей. Его взгляд упал на метку на дереве. Еще повезло, что не попал в свою же ловушку. Ему стало смешно, и он улыбнулся. «Что лыбишься?» – возмутился Угрюмый. Егеря это еще сильнее рассмешило. «Там!» –
Он не мог нормально говорить, его душил смех. «Что? Громче говори!» Угрюмо сделал шаг вперед. «Ну вот же!» Сергей просто хохотал. Он не мог успокоиться. Похоже, это был истерический смех перед смертью. «Что ты говоришь?» Угрюмо направил ствол ружья в лицо Серову и сделал еще шаг вперед. Удар страшной силы сбил его с ног и буквально пригвоздил к дереву. «На твоем месте должен быть я», — сказал егерь и расхохотался. Успокоившись, Сергей поднялся и пошел в избу, где осмотрел свою рану. Ранение было несерьезное. Он сделал перевязку и стал думать, что делать дальше. Без помощников ему не обойтись. Егерь вышел из избы и подошел к пленникам, висящим на веревках. «Не убивай нас!» – жалобно простонал молодой парень. «Если ты заметил, я сам никого не убиваю. Убивают ловушки, а вы к вечеру умрете от кровоизлияния в мозг. Но я дам вам шанс. Обоим. А вам придется остаться здесь, в тайге». Кореец яростно замотал головой в знак согласия. «Мы согласны. Кореец плохо говорит по-русски, но все понимает», – закричал Ванька. Егерь обрезал веревки. Пленники рухнули на землю. «Только без шуток. Сегодня нужно все здесь подчистить, заново зарядить ловушки. А что делать дальше, будем вместе думать. А пока идем в избу». С этими словами егерь направился к своему жилью. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал.